Хочешь примерить форму настоящего спецназовца? Качай новый тактический экшен «Калибр». Вас ждут 4 уникальные роли оперативников, ураганный геймплей, где важна тактика и командное взаимодействие. А с недавним обновлением добавили новых врагов в PvE-режиме и огромную карту «Больница» в стиле Ближнего Востока. Проводи разведку боем прямо сейчас. Качай «Калибр» бесплатно по ссылке в описании. Выбирай оперативника, проходи обучение и получай в награду 1800 кредитов. Всем привет! Матрица для квадры преобразилась, на ней появился металлический каркас, который через закладные жестко связан с матрицей. В постройке использовал жесткие элементы ферм, которые были связаны между собой металлическими перемычками и распорками. Все это мне нужно, чтобы матрица осталась на своем месте, когда я буду в ней клеить кузов квадры VTEC. Я не стал разбирать матрицу и вынимать из нее пенопласт, так как если ее разобрать, некоторые размеры точно уйдут, и ее может перекосить и повести. Так что я подумал, лучшим вариантом будет закрепить ее в металлическом каркасе и вытащить пенопласт из цельной матрицы. К тому же для удобства я сделаю для этой конструкции стойки, и матрица сможет вращаться по горизонтальной оси. Это очень удобно при проклейке таких больших деталей, где могут быть отвесные элементы. Для стоек взял бывшие в употреблении трубы, когда-то давно это были регистры отопления в мастерской. Длинные стойки делать не стал, не позволит высота потолка. Думаю, будет достаточно 150 сантиметров. Сварил трубы в Т-образную конструкцию и приварил ножки, чтобы стойка не упала. Приварил упоры к трубе для жесткости, все-таки ей навскидку предстоит поднять около 300 кг. По трубе будет ходить гильза, которая через отрезок трубы будет соединяться с каркасом. Подшипники в этом деле не предусмотрены, и без них будет очень хорошо крутиться эта конструкция. Такую же стойку сделал возле переднего бампера. Далее установил лебедку, которая поможет мне поднять матрицу на нужную высоту. Усиления лебедки в 250 кг не хватило, чтобы поднять конструкцию. Воспользовался блоком, который увеличивает грузоподъемность лебедки в 2 раза. Подняв на нужную высоту конструкцию, приварил к стойкам ограничители и после этого попробовал перевернуть матрицу. Нижние трубы как раз прошли впритык с полом. Я думаю, этого будет достаточно. Конструкция держится по бокам на стойках, по центру упирается каркасом в пол, и плюс ко всему для страховки всю конструкцию держит лебедка, так что точно не упадет, и можно спокойно работать. Следующим шагом будет работа по извлечению пенопласта из матрицы. И я очень надеялся, что он легко снимется, но не тут-то было. Он сидел мертво на матрице, да еще и шпаклевка намертво прилипла к гелькауту. И это при том, что я пользовался разделительным спиртом, который дает 100% снятие. Зря я отказался от воска в пользу спирта, хотел попробовать что-то новое. Ну да ладно, снимать это все равно нужно, и первым делом я уберу весь пенопласт. Удобнее всего это делать обычной саперной лопатой.
Алюминиевый профиль с трудом, но все же вытащился из формы. Придется немного доработать боковые ребра наждачкой. И вот такую площадь придется очистить от шпаклевки вместе с эпоксидной смолой. Мусора получилось опять целый завал, но его я уберу после очистки всей матрицы. Начал очистку с капота, на нем, как вы помните, был воск, и поэтому все прекрасно снимается. На фарах был воск из баллончика, тоже все хорошо отстало. Хорошая получилась матрица капота, практически без дефектов. А вот дальше началась самая жопа. В некоторых местах слой легко отходил, но в основном он прилип намертво и приходилось скоблить эти места ножом. Размягчил верхний слой водой, так стало немного легче снимать шпаклевку. Не прошло и недели, как я отскоблил переднюю часть. Далее я применил горячий воздух, шпаклевка размягчалась и снималась ножом, не повреждая матрицу. Здесь можно видеть, что красное пятно разделительного спирта прилипло к шпаклевке, остальной разделитель просто прилип к гелькауту. Позже я узнал, что пользовался некачественным разделительным спиртом, у которого состав далек от нормального, от этого и случились эти проблемы. После очистки матрицы сделал правильный угол на ребрах, чтобы склеенную деталь можно было вытащить из формы, но если не выйдет, я готов пилить матрицы. Наклеил пластик на проемы, чтобы в конечном итоге получились отвороты для крепления дальнейшей обшивки. В этот раз я буду пользоваться воском. Нанес его губкой на форму, после этого стер излишки тряпкой, и эту процедуру повторил 4 раза с промежуточной сушкой. Плюс ко всему купил воск в спрее и обработал проблемные места. После высыхания воска можно наносить гелькаут на матрицу, он прозрачный, и в этот раз я добавил в него черный колер. Добавил в него отвердитель и нанес на матрицу, наносил гель в 2 слоя. Далее идет 150-й стекломат, в этот раз его я буду пропитывать синей итальянской полиэфиркой. Она немного качественнее красной, как раз то, что нужно для кузова автомобиля. Пропитывал весь стекломат валиком. Совсем забыл про технику, которую использовал, когда клеил матрицы. Положил на пол кусок пластика, накидал на нее стекломат и пропитал полиэфиркой. После этого остается только прикладывать куски к матрице и приформовывать их по месту. Зря я, наверное, сделал матрицы ребер, они отняли у меня кучу времени. Нужно было сделать вместо них плоскость, а уже потом приклеить к ней заранее по формам отлитые пластиковые полосы. «150-й стекломат уложен, получилось довольно-таки хорошо, и поверхность с этой полиэфиркой получается матовая. Так как на второй слой геля не хватило, пришлось съездить и купить еще немного, правда другого цвета. Теперь нужно перевернуть матрицу и проклеить с другого бока. После того, как гелькаут затвердел, покрыл его тоже 150-м стекломатом в 2 слоя. Дал высохнуть полиэфирной смоле сутки, затем убрал наждачной бумагой все иголки и неровности и стал обклеивать матрицу сначала 300-м стекломатом, а затем 450-м.
Сделал толщину ламината примерно такую же, как и у матриц. Все, можно сказать, стеклопластиковый кузов Quadra VTEC готов. На больших плоских участках сделал ребра жесткости из того же стекломата, обклеив гофрированный шланг. Сразу же отпилил всю ненужную бахрому по краям. Осталось только поставить конструкцию на пол и снять с кузова все элементы матрицы. Заметно масса подросла за счет склеенного кузова, но лебедка справилась с поставленной задачей. Для того, чтобы снять матрицы, нужно избавиться от силового каркаса. За металл можете не переживать, он пойдет на раму Кибертрака и дальнейшие самоделки. Начну съем матриц с крыши. Вывернул все болты, попробовал дернуть, но ничего не получилось. От бортовки немного приклеились друг к другу, все-таки там был разделительный спирт. Воспользовался лебедкой, и матрица спокойно сошла со своего места. Теперь только воск и никакого разделительного спирта. Как же круто видеть поверхность готового кузова, ведь я шел к этому не один месяц. Был сильно удивлен, что матрицы, на которых были ребра, отошли без особого труда. Конечно, ламинат не самого высокого качества, но думаю, для первого раза и такого объема получилось неплохо. Теперь хочу рассказать немного планов на будущее. Я списался с каналом Машинаторы по вопросу регистрации такой самодельной техники. Они мне объяснили, в каком направлении двигаться дальше и куда обращаться. Я написал несколько организаций, которые занимаются помощью с регистрацией переоборудованных автомобилей. Рассказал им все, что хочу сделать, и получил конкретный ответ. При использовании донора нельзя трогать его силовой каркас, а это значит, что вообще нельзя прикасаться к металлу автомобиля, переносить стойки, резать крышу и все в таком духе. Есть только один вариант – это найти донор, который будет меньше кузова Quadra и будет совпадать по стойкам. Спустя несколько часов поиска я нашел единственный доступный вариант – это Mercedes SL 2001 года выпуска. Он имеет 300 сил под капотом и задний привод, как раз то, что нужно. Сравнил по базе и габаритам, и это практически идеальный вариант. Еще один плюс в том, что это кабриолет, и крышу не придется пилить. Проект с Quadra VTEC пока ставлю на паузу, буду копить на донор, и будет решаться вопрос с постановкой на учет переделанного автомобиля. Об этом я подробно расскажу в следующих сериях. А пока всем спасибо за внимание и поддержку, увидимся в следующем видео.